Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. Сегодня я буду делать лепешки с кунжутом и сыром на молочке и хочу поделиться с вами своим рецептом. Я беру подходящую чашу, стакан. У меня топленое молочко, но если у вас нету топленого, можно взять обычное молоко. Главное, чтобы оно было теплым. 2 стакана молока и стакан воды. Сюда же я высыпаю пачку сухих дрожжей. Если не совсем активные дрожжи, то можно взять немножечко больше, грамм 15. Растворяю. Сюда же 3 чайные ложки сахара. Также хорошенечко перемешиваю. И буду добавлять муку. Муку я не буду умышленно говорить, сколько я беру, потому что у всех мука разная. В среднем это получается около килограмма муки. Мука пересеянная, конечно же. И постепенно вот так начну ее вводить в тесто. Один стакан, второй. Тесто не должно быть жидким, но оно и не должно быть сильно густым. Сначала я венчиком, а потом буду рукой замешивать тесто. Вообще тесто любит человеческие руки. Чем дольше вы будете вымешивать это тесто, тем вкуснее получится у вас выпечка. Сейчас я начну вымешивать уже руками. На этой стадии можно добавить еще не можно, а нужно добавить полторы чайные ложечки соли. Лепешечки у меня будут слегка солененькие. Если вы не любите соленые, можно взять чайную ложку соли на такой объем молока. Кунжут, кефир и сыр я припасу на потом. А после того, как я замешу, можно в процессе замешивания по чуть-чуть добавлять подсолнечное масло. В общем, ничего такого здесь в вымешивании нету. Я сейчас выключу камеру. Вот начала вымешивать. И совсем по чуть-чуть прям добавлять подсолнечное масло. Подсолнечного масла примерно 3 чайные ложки. Муку я покупаю 2-килограммными пачками, и примерно полпачки уходит на лепешечки. Ну все, я буду вымешивать, потом включу камеру. Я замесила тесто. Получился вот такой вот колобок у меня. К руке не липнет. Сейчас я его вот так слегка присыплю мукой.
Накрою пакетиком. И сверху накрою полотенечком. На кухне у меня тепло, поэтому прямо на кухне я его и оставлю. Приду, проверю через час-полтора, как у меня растет. Все, так оставляю. Подойду чуть-чуть попозже. Пока тесто мое будет расти, кефир и сыр я уберу в холодильник. Сыр проще натирать, когда он холодный, ну а кефир незачем ему 3 часа лежать на кухне в тепле. У меня прошло 1,5 часа ровно, и я пришла проверить, как себя ведет мое тесто. О, как хорошо укутала. О! Сейчас я опущу его, выпущу пузыречки, углекислый газ. Вот так вот. И дам ему еще раз подрасти. Все. Точно так же накрываю, укутаю. И в следующий раз подойду уже формировать лепешечки. Накрываю. Пускай стоит еще. Так, проверяю второй раз. Мое тесто подошло. И сейчас я буду формировать лепешки. Для теста у меня есть специальная доска. На ней я делаю булочки, пельмени. Ну, короче говоря, всю работу с тестом я провожу на вот этой доске. Сейчас тесто я немножко подмешу еще руками и начну формировать лепешки. Немножко муки. В этот раз я хочу сделать 4 большие лепешки. Мне вот нравится руками их отрывать по куску. С чаем, с кофе. В прошлый раз я делала маленькие, а этот раз мне хочется сделать прям большие. На глаз, прям практически на глаз я режу. Мы же делаем для себя, поэтому мне не нужна точная весовка. И формирую лепешки. Просто раскатываю их, да и все. Тесто мягенькое, нежное. Вот таких 4 лепешечки я сейчас выкатаю и положу на противень. Вот так это выглядит. Где-то можно еще подправить. И сейчас я их поставлю в духовку для того, чтобы лепешки подросли. Тесто неплохо так подросло. И самое время натирать сыр. Сыра у меня 150 грамм. И я натерла его на мелкую стружку. Также я достала кефир. И сейчас я буду смазывать лепешки кефиром и посыпать кунжутом и сыром. Я знаю,
знаю, на Востоке есть специальные приспособления для того, чтобы делать ямку в середине. У меня такого приспособления нету, но у меня есть вот такая вот одновременно лопатка, и она же и кисточка. Хорошо и обильно, но очень аккуратно, чтобы не сел, чтобы лепешечка не села, аккуратненько смазываю кефиром. Но обильно. Вторую тоже. Кстати, вот эту лопаточку-щеточку я купила в Фикс Прайсе. Стоила она прям копейки, а вещь очень удобная, так что я рекомендую. Вот так я смазала все кефиром. Сейчас я посыпаю кунжутом. Кунжут у меня прожаренный. Когда я его купила, он был сырой, я его прям на противне прожарила. Ну, тут по желанию. Кто-то любит больше, кто-то любит меньше. Теперь я прям лопаточкой делаю вот так внутрь ямку. Некоторые еще вот так узорчики любят делать. Ну, я не буду. И сверху посыплю сыром. И второй точно так же. Вот 150 грамм сыра прям вот как раз хватает на 4 таких довольно больших лепешечки. Ставлю температуру 180 градусов на второй режим. Это нижний и верхний тен будут греться. Оставляю минут через 15-20, проверю и поменяю местами лепешки. Вот такая красота у меня получилась. Они сейчас очень-очень горячие, поэтому я их выложила на поднос с высокими бортиками, для того, чтобы стыли одновременно и равномерно. Но уже видно, какие они прям хрустящие. Запах стоит обалденный. Сыр был сливочный, да еще и тесто на топленом молоке. И запах стоит сливочно, как бы сказать, сдобный, вот так вот. Я довольна. Всем рекомендую. Тесто замечательное. Это очень вкусно. Это очень красиво. На этом я со всеми прощаюсь. Желаю всем приятного аппетита. Всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока-пока.